Земля, о которой пойдет речь, лежит на стыке миров, там, где седые вершины Кавказа встречаются с волнами Черного моря. Это не просто точка на карте, это живой организм, в котором время течет иначе, а каждый клочок земли пропитан кровью, вином и вечностью. Чтобы понять, кто такие грузины, нужно стереть из памяти современные границы и заглянуть в бездну веков, туда, где зарождалось само человечество. Почти 2 миллиона лет назад, когда планета еще была дикой и неизведанной, именно здесь, на территории Дманиси, сделали свои первые шаги те, кого ученые позже назовут первыми европейцами. Зезва и Мзия – это не просто археологическая находка. Это манифест того, что жизнь за пределами Африки пустила свои глубочайшие корни именно на этой благословенной земле. Но уникальность этого народа кроется не только в костях предков, она зашифрована в биологическом коде. Современная наука, исследуя дезоксирибонуклеиновую кислоту, пришла к поразительному выводу. Грузины обладают одной из самых чистых и непрерывных генетических линий на планете. Кровь кавказских охотников-собирателей, живших здесь десятки тысяч лет назад, без существенных изменений, течет в жилах современных людей, населяющих эти долины. Грузины никуда не приходили. Они не были кочевниками, завоевавшими чужой дом. Они родились из этой земли, выросли из ее скал и стали ее неотъемлемой частью. И как только человек прочно встал на этой земле, он начал преображать мир вокруг себя. В ту далекую эпоху, которую историки называют неолитом, когда на большей части планеты люди лишь собирали дикие плоды, здесь, в поселениях Гадачрили-Гора и Шулаверис-Гора, произошло чудо, изменившее историю человечества. Человек приручил дикую виноградную лозу. 8000 лет назад в глиняном сосуде, обожженном на костре, впервые забродил сок дикого винограда, дав начало культуре виноделия. Это не просто ремесло, это сакральный акт, который определил характер нации. Грузинский квеври, огромный глиняный кувшин, зарытый глубоко в землю, стал символом материнского чрева, где рождается не просто напиток, а сама суть грузинской души. Вино здесь никогда не было средством опьянения. Оно стало кровью земли, элементом богослужения и стержнем, вокруг которого веками строилось уникальное грузинское застолье, академия мудрости, поэзии и философии, где каждый тост является молитвой о мире, предках и любви. Шли тысячелетия, и племена, говорившие на уникальных картвельских языках, стали объединяться в первые мощные государственные союзы. Античный мир замер в восхищении перед богатством и величием Западной Грузии, которую греки знали как легендарную Колхиду. Это была страна, куда мифические аргонавты плыли за золотым руном, символом не только буквального золота, которое колхи добывали из горных рек с помощью овечьих шкур, но и символом высшего знания, алхимии и медицины. Царевна Медея, чье имя навсегда вошло в мировую историю как синоним врачевания, была дочерью этой земли. Колхида была цивилизацией с развитыми городами, металлургией и судоходством, признанной равной величайшим государствам Средиземноморья. В это же время на востоке страны крепло и мужало Иберийское царство, ставшее вторым столпом грузинской государственности. В III веке до нашей эры великий царь Фарнаваз объединил эти земли, укрепил границы и совершил культурный переворот, создав по преданию первую грузинскую письменность. Грузинский язык и его 3 исторические формы алфавита – это отдельное чудо, не имеющее аналогов в мире. Из 1000 языков на планете лишь 14 обладают собственной уникальной письменностью, и грузинский – один из них. Асамтаврули, Нусхури и Мхедрули – это 3 стадии развития одной графической вселенной, признанные ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального культурного наследия человечества.
Эти буквы не похожи ни на латынь, ни на кириллицу, ни на арабскую вязь. Их округлые формы повторяют изгибы виноградной лозы и контуры Кавказских гор. Каждая графема древнего алфавита имела свое числовое, астрономическое и сакральное значение, превращая любую написанную строку в космический код, связывающий земное и божественное. Эта письменность стала тем щитом, об который на протяжении последующих веков разбивались попытки ассимиляции со стороны величайших империй. В начале IV века, в 326 году, Грузия сделала выбор, который определил всю ее дальнейшую судьбу на 2 тысячелетия вперед. В древнюю столицу Мцхету пришла скромная дева из Каппадокии, святая Нина. В ее руках не было оружия, у нее не было золота, но у нее был крест, сплетенный из сухих виноградных лоз и связанный ее собственными волосами. Этот крест стал символом величайшего духовного перелома. Царь Мириан и царица Нана провозгласили христианство государственной религией, сделав Иберию одним из первых христианских государств в мире. С этого мгновения христианская вера для грузин перестала быть просто религией, она стала синонимом слова «выжить». Находясь на перекрестке путей, Грузия оказалась христианским островом в бушующем океане иных верований и агрессивных империй. Огнепоклонники Персии, воины арабского халифата, сельджуки, а позже турки-османы – все они шли сюда с одной целью – стереть этот народ с лица земли, выжечь его веру и забрать его горы. Но Грузия ответила на это невиданным сопротивлением. Каждая церковь, построенная на вершине горы, становилась неприступной крепостью, каждый монах брал в руки меч, а каждый крестьянин знал, что, защищая свой виноградник, он защищает свою веру и свое отечество. Испытания огнем и мечом закалили нацию, и в XII веке Грузия вступила в свой золотой век, эпоху невиданного военно-политического и культурного могущества. На историческую сцену вышел царь Давид IV, которого народ с любовью и благоговением назвал строителем. Он принял страну, разорванную на части, разоренную постоянными набегами, и превратил ее в мощнейшую империю Кавказа. В Дидгорской битве, которую современники назвали чудотворной победой, Давид с небольшим, но железно дисциплинированным войском на голову разгромил многократно превосходящую коалицию мусульманских султанов. Это была победа, которая спасла не только Грузию, но и открыла путь к расцвету всей кавказской цивилизации. Но за вершиной расцвета последовала эпоха величайшей скорби. На Грузию обрушились черные тучи с востока. Монгольские орды Чингисхана и его преемников превратили цветущие города в руины. Затем пришел хромой тиран Тамерлан, который 8 раз вторгался в Грузию, методично уничтожая все на своем пути, вырубая виноградники и сжигая библиотеки. В XVII веке персидский шах Аббас Великий устроил геноцид в Кахетии, угнав вглубь Персии сотни тысяч грузин и заселив их земли чужаками. Страна распалась на мелкие, враждующие между собой царства и княжества. Турция пожирала западные земли, Персия – восточные. Нация стояла на грани полного физического исчезновения, численность населения сократилась до критического минимума, но даже в этих условиях, истекая кровью, грузины умудрялись строить храмы, переписывать древние рукописи и сохранять свой язык. Кто же мы такие на исходе этого грандиозного исторического пути? Мы – народ, чья древняя полифоническая песня «Чакрула» была записана на золотую пластинку американского космического аппарата Voyager и отправлена в бескрайние просторы Вселенной как один из главных символов достижений человеческой цивилизации. Мы – генетический код, который выдержал удары десятков империй и остался неизменным. Мы – 3 алфавита, которыми написаны шедевры мировой мысли. Мы – виноградная лоза, которую враги рубили под корень 1000 раз, но она каждую весну
упорно пускает новые, еще более сильные побеги, пробивая своими зелеными листьями самый твердый гранит. Мы — великое прошлое, которое накладывает на нас священную обязанность. И мы — будущее, которое мы строим своими собственными руками. Грузия — это не просто страна. Это мордиальный код вечности, запечатленный в камне, песне и человеческом сердце.